Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о человеке, которого знают во всем мире, о великом русском писателе Льве Толстом. Хотите узнать, каким он был, где жил, что писал? Тогда присаживайтесь поудобнее и будьте готовы меня внимательно слушать. Я начинаю свой рассказ. Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году в Ясной Поляне. Это усадьба недалеко от города Тулы. У него было 4 брата и сестра. Когда Льву было всего 2 года, умерла его мама, а потом и папа через несколько лет. Толстой воспитывался у родственников. Маленький Лёва вел свой дневник. Он начал писать его в юности и писал почти всю жизнь. Он учился дома с гувернёрами, а потом поехал учиться в университет в Казани, где он изучал восточные языки и юриспруденцию. Но университет он не закончил, ему было скучно. Он хотел учиться сам. Он много читал, писал, наблюдал за людьми и природой. В молодости Лев Толстой служил в армии. Он участвовал в войне на Кавказе и в Крыму. Именно в это время он начал писать. Его первые книги – это рассказы о жизни солдат и офицеров. Когда Толстой жил на Кавказе, он подружился с местными жителями, учил их язык и уважал их традиции. Это помогло ему лучше понять культуру и людей. После армии Толстой вернулся в Ясную Поляну. Там он жил почти всю жизнь. Он женился на Софье Андреевне, и у них было 13 детей. В Ясной Поляне он писал свои самые известные книги, гулял по лесу, работал в саду, играл с детьми. Софья Андреевна переписывала романы Толстого вручную. Она 7 раз переписала роман «Война и мир» от начала до конца. Толстой написал много книг. Самые известные – это романы «Война и мир» и «Анна Каренина». В них он описывает любовь, семью, дружбу, счастье и войну. Его книги читают во всем мире. Интересный факт. В романе «Война и мир» есть около 580 персонажей. Это целый мир, созданный Толстым, и одно из самых масштабных произведений мировой литературы. С возрастом Толстой начал думать о смысле жизни. Он много писал о добре, мире и любви. Он говорил, что нужно жить просто, не брать лишнего, помогать другим. У него появились последователи, люди, которые хотели жить, как он. Толстой отказался от своего богатства. Он носил простую одежду, работал в поле и хотел быть ближе к народу. Я приведу вам одну интересную цитату из его книги «Путь жизни». Спокойная жизнь, основанная на самом необходимом – жить в мире нашей провинции,
с возможностью делать добро, осмысленная работа, отдых, природа, книги, музыка, любовь друг к другу. Вот счастье для меня. И я не думаю, что есть что-либо выше этого. В этой цитате Толстой говорит о своих ценностях, что для него было важно: спокойная жизнь, добро, работа, природа, книги, музыка, любовь. Лев Толстой умер в 1910 году. Ему было 82 года. Он ушел из дома, потому что хотел тишины и покоя, но по пути заболел. Его похоронили в Ясной Поляне, в любимом лесу, без памятника. Так он сам хотел. Сегодня Ясная Поляна – это музей. Туда приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть, где жил и работал Толстой. Как я уже сказала, могила Толстого не имеет памятника. Только зеленый холм среди деревьев. Он хотел, чтобы все было просто и скромно. Вот такой была жизнь Льва Толстого, писателя, мыслителя, человека с большим сердцем. Его книги учат нас думать, чувствовать и быть добрее. Надеюсь, что вам понравилась эта история. Спасибо за то, что вы были со мной. И до встречи в следующем выпуске.